Приветствую, друзья! Какие события в мире? Бои на линии фронта сейчас развиваются очень стремительно, и натовские наемники вынуждены признавать, что им приходится отступать с ряда позиций. Ну, а натовскую технику продолжают сжечь, естественно, как дронами, так и артиллерией, так и РСЗО. Ну и, конечно, сейчас очень активно русская армия применяет различные дроны наземные для минирования, ну и, конечно же, для штурмовых действий, ну и, конечно, эвакуация также происходит с учетом вот уже наземных дронов во многих случаях. И, конечно же, уже натовские наемники вот жалуются на то, что сейчас вот очень много морпехов, очень профессиональных, перебросили на вот Покровское направление, которое очень скоро сейчас уже постепенно будет становиться красноармейским, с учетом переименования Покровска обратно в Красноармейск. Ну и, конечно же, на этом плохие новости для натовской ЧВК ВСУ не заканчиваются. Как можно заметить на этой карте, объективно Славянск и Краматорск очень скоро могут попасть в окружение, особенно с учетом того, что наши российские операторы дронов уже вовсю работают на трассе Изюм-Славянск. Это будет означать, что очень даже может быть при продвижении русской армии в определенную сторону, очевидно, это будет уже такой очень и очень серьезный котел, потому что как и Славянск, так и Краматорск, там очень и очень серьезные это укрепрайоны, и там просто десятки тысяч натовских наемников сидят, и если все-таки эта история будет иметь место, по факту очень серьезный может получиться котел, хотя по факту эти города уже постепенно входят в полуокружение. В сети уже появилась масса видео, где трасса Изюм-Славянск находится под ударами наших дронов, и, конечно, там уже сжигают очень большое количество различной натовской техники. Ну и, конечно же, это очень, знаете, эффективно, с учетом того, что вот этой агломерации Славянск, Краматорск, также очень серьезное снабжение будет нарушено и группировки, которые находятся в городе Северск. Это, знаете, очень позитивно в том направлении. На Купянском направлении также идут очень серьезные бои. Сейчас там штурмовые отряды русской армии уже вовсю ведут бои в Купянске, с учетом того, что там все-таки покрыта во многом еще ситуация туманом войны. Для того, чтобы понимать, какие именно конкретно территории Купянска контролирует русская армия и насколько там глубоко удалось зайти, я думаю, здесь нужно все-таки подождать несколько дней, и таким образом ситуация станет более ясной на этом направлении. Но то, что там идут бои и русская армия в Купянске, это уже, конечно же, ни у кого вопросов не вызывает. Параллельно с этим ВКС РФ продолжают наносить удары конкретно по различным районам и местам скопления натовских наемников. Причем очень даже результативно прилетает. Даже бывает и по несколько авиабомб прямо в одну точку, чтобы вот уничтожить цель наверняка. Ну и, конечно, все это дело, чревато для натовской ЧВК ВСУ просто космическими потерями. И, естественно, под раздачу уже очень часто начинают попадать конкретно колумбийские наемники, потому что поток некрологов в социальных сетях сейчас в отношении колумбийцев просто огромен. И вот конкретно натовские наемники, которые решили повоевать за режим Зеленского и его хозяев, но в конечном итоге в Колумбию они отправятся в гробах. Причем нужно будет, судя по всему, этих гробов отправлять в Колумбию в очень больших количествах и, собственно, можно даже сказать, прямо целыми вот морскими контейнерами. Ну а пока еще многие колумбийцы не понимая, чем чреваты столкновения с русской армией, мы видим, что среди граждан Украины таких вот персонажей уже практически не осталось. И там уже есть полное понимание, что на линии фронта у них там впереди просто только смерть, либо инвалидность. И поэтому сейчас, конечно же, массовое бегство натовских наемников просто уже подтверждается конкретно уголовными делами по дезертирству, там, СЗЧ и так далее. И вот даже по версии украинских журналистов обозначено, что за 8 последних месяцев просто сбежало в СЗЧ как минимум 142 тысячи, собственно, человек. А это означает, что фактически просто 25 бригад в полном составе просто растворились, их, получается, нет. И очевидно, эти цифры это лишь только верхушка айсберга, потому что многие командиры натовской ЧВК ВСУ просто не регистрируют уголовные дела.
если вот кто-то из их подразделения сбегает, потому что эти дела просто с учетом их гигантского количества особо никто не расследует, и поэтому командиры натовской ЧВК ВСУ во многом просто махнули рукой на все эти уголовные дела по СЗЧ. И, конечно же, если брать в реальности, то там не 25 бригад уже сбежало фактически, а бригад уже под 40-50. При этом на рекорд идет не только количество дезертиров натовской ЧВК ВСУ, вот ВКС РФ конкретно сегодня с точки зрения натовской ЧВК ВСУ нанесла просто, знаете, рекордный удар. И задействовано было в этом ударе аж по версии вот режима Зеленского 805 дронов камикадзе типа Герань или Гербера. И в этом отношении можно сказать, что это, конечно же, серьезная заслуга нашей российской промышленности, ну и, конечно же, русской армии, потому что операторы дронов всех этих, они, конечно же, также очень серьезную лепту внесли в подобного рода ситуацию на поле боя. Ну и как результат, сегодня ряд военных объектов на территории Недорейха Зеленского был поражен. И очень, кстати, забавно, что при попытке сбивать наши российские дроны и ракеты, натовское ПВО также ударило сегодня и по зданию кабинета министров Зеленского. И на кадрах можно заметить, что там фактически вот ракета ПВО попала в верхний этаж. И это, собственно, стало причиной пожара. И там несколько кабинетов выгорело полностью, но на этом все-таки пожар потушить не удалось. И по факту сейчас там вот выгорела половина крыши, как минимум, этого здания. И, конечно, эта вся история, она говорит о том, что все-таки советские здания, которые такие монументальные и так далее, когда на них находятся там флаги Украины, которые по факту, собственно, не имеют ничего общего с историей этих зданий и с историей народа, который все это дело построил, то, очевидно, даже вот от натовских вот таких вот самообстрелов эти здания просто горят вместе с украинскими флагами. При этом военные объекты ВКС РФ на территории Киева поразило сегодня в полном объеме, и на кадрах можно заметить, как это было прилеты конкретно вот наших баллистических ракет. И очевидно, что, собственно, по военному предприятию как раз прилетало в Святошинском районе, потому что там очень много различных промзон. Ну и, конечно же, партизаны оттуда сообщили, куда нужно так бить, чтобы горело очень и очень жестко, потому что, естественно, там очень много различных производств крупноузловой сборки, различных систем вооружений. И на кадрах можно заметить, какой там начался пожар. И действительно, там даже по нашим данным наблюдалась серьезная вторичная детонация в течение нескольких часов после прилетов. Тем временем натовское ПВО над городом Киевом пыталось сбивать, когда российские ракеты, естественно, продолжало бить по жилой застройке. И на кадрах можно заметить последствия подобных прилетов. И действительно, если бы даже по многоэтажкам прилетали герани, то разрушения были бы значительно больше. А так мы видим конкретно, что вот боевая часть ракеты ПВО в 20-30 килограмм четко вот свидетельствует по масштабам разрушения о вот попаданиям именно ракет натовское ПВО по жилым зданиям. И Кличко, тот самый мэр, который отличается вот высоким уровнем тупизны, он даже все это дело фиксировал на видео. И здесь, конечно, можно ему даже спасибо сказать для того, чтобы каждый вот желающий мог посмотреть, что конкретно за ударами по жилым домам стоят не какие-то там российские ВКС или космические силы, а конкретно натовское ПВО. Ну а ВКС РФ, конечно же, продолжала бить даже и по Доброполью, потому что там в здании местного ДК располагались натовские наемники, и на кадрах можно заметить, что осталось от того объекта. Ну и, собственно, интересно то, что ВКС РФ также этой ночью нанесла удар по мосту через речку Днепр в Кременчуге, и на кадрах можно заметить, что повреждения вроде казалось и средненькие такие, но этот мост, он просто, собственно, подниматься теперь уже не может для того, чтобы пропускать различные суда, которые там, собственно, ходят по реке Днепр. И таким образом сейчас очень серьезно выведен из строя один из подъемных механизмов этого моста. Ну, а с учетом того, что этот мост, конечно же, построили при древней высокоразвитой цивилизации, которая была на той территории до 91 года, и, очевидно, каким-то образом починить этот подъемный механизм будет, ну, мягко говоря, тяжело, потому что банально этих предприятий, которые делали эти подъемные механизмы, их просто нет, либо не остались на территории России.
Параллельно с этим работали ВКС РФ и по различным портам и портовой инфраструктуре Одесской области. И на кадрах можно заметить, что там, собственно, работа шла очень активно, и туда прилетали в основном, конечно, дроны Камикадзе Герань, но, судя по всему, этого полностью хватило. Ну и, конечно, по различной строительной технике, которая используется для возведения там сооружений, там окопов, там и блиндажей и так далее. Также ВКС РФ активно била, и на кадрах можно заметить результат один из таких прилетов. В отместку Соединенные Штаты Америки руками своей натовской ЧВК ВСУ ударили в очередной раз по прокачивающей станции нефтепровода «Дружба» и опубликовали данное видео в качестве подтверждения этих ударов. И это, знаете, очень характерно, каким образом американцы продвигают интересы своих корпораций, которые продают газ и нефть. И очевидно, что по всем конкурентам фактически американских компаний сейчас с помощью команды Трампа наносятся удары. И удары по нефтепроводу «Дружба» — это, конечно же, именно из этой оперы. И абсолютно плевать, что Словакия и Венгрия требуют, чтобы их энергобезопасность была, так сказать, гарантируема со стороны Еврокомиссии или Соединенных Штатов Америки. Мы видим, что США хотят продавать свою нефть и газ втридорога странам Евросоюза. Ну а, собственно, по всем возможностям поставки нефти и газа они готовы наносить прямые военные удары. Германия это, кстати, знает не понаслышке, с учетом того, что газопроводы «Северный поток» уничтожили конкретно американцы. Ну и сейчас Германия уже даже желает оплачивать со своего и так дырявого бюджета конкретно даже содержание ядерного оружия Франции и Британии, что в принципе выглядит достаточно комично. Собственно, я так понимаю, все-таки канцлеру Мерцу очень страшно вести прокси-войну против России, не имея хоть даже фигуральных, бумажных каких-то обязательств, что Германию будут прикрывать ядерным оружием. Параллельно с этим Соединенные Штаты Америки демонстрируют России свою мощь. Пригнали уже даже возле Мурманска свой авианосец Дженеральд Форд, самый дорогой в мире вообще и в истории корабль, который так и не может в полной мере использовать истребители пятого поколения F-35, поэтому вынужден использовать истребители F-18 с учетом, опять же, технической неготовности американских истребителей пятого поколения. И все это дело пригнали в качестве таких учений блока НАТО, и не случайно, потому что Трамп пришел демонстрировать силу и присутствие атомного американского авианосца с, собственно, остальными кораблями сопровождения. Это четкий привет конкретно Российской Федерации. Из интересного можно заметить, что на вооружении американских истребителей замечены уже ракеты «Гидра», которые ранее были неуправляемые, но переделаны уже под ракеты ПВО, фактически ракеты воздух-воздух в нашем случае. И очевидно, на Ближнем Востоке во время атаки Ирана по территории Израиля эти собственно, ракеты «Гидра», воздух-воздух активно применяла американская авиация, а это означает, что подобного рода дешевые ракеты ПВО, конечно же, будут использовать и натовские наемники на Украине. Поэтому, очевидно, сейчас конкретно американская промышленность работает над тем, чтобы такие ракеты «Гидра», воздух-воздух или поверхность-воздух использовать максимально в натовской ЧВК ВСУ для уничтожения наших российских дронов «Камикадзе Герань-2». Также Соединенные Штаты Америки подогнали уже свой флот к берегам Венесуэлы, и там уже замечены крупные десантные корабли, конкретно ВМС США, и уже вовсю отрабатывают различные десантные операции американские морпехи. И, конечно, там уже даже самолеты ВВС Венесуэлы дают понять американскому флоту, что, собственно, без боя ничего не будет, если вдруг Америка будет агрессию проявлять в отношении Венесуэлы. Ну и, конечно, сам парадоксален факт, что якобы Трамп рассказывает, что они с наркокартелями борются, хотя по факту уже многие заметили каналы, по которым наркокартели поставляют наркотики в США, они всем известны. Причем, конечно же, о них всех прекрасно знают и в береговой службе самих Соединенных Штатов. Но
но почему-то все вот эти каналы доставки наркотиков в США, там с Колумбии, из других стран, в конечном итоге не трогают ВМС США, конкретно решили они размещать свои корабли в направлении Венесуэлы. А это все-таки еще раз подчеркивает, что США не ведут боевые действия против наркокартелей, потому что наркокартели — это структуры, которые помогают США зарабатывать. При этом нужно понимать, что Британия — это вот фактически владелец самого крупного наркокартеля в мире, и, естественно, эти наркокартели американская армия не трогает. Ну а сейчас конкретно мы видим подготовку боевых действий против Венесуэлы, и это все не случайно. Ну а пока режимники Зеленского возмущаются тем, что бегство вот мужчин от 18 до 22 в связи с новыми, так сказать, снятиями ограничений на выезд из натовского концлагеря, этот процесс максимально усилился. Мы видим, что вот в Херсоне произошел, кстати, интересный парадоксальный случай. Когда за жертвой гнались два ТЦКшника, то наш оператор FPV-дрона просто, знаете, решил помочь вот гражданину и таким образом направил свой дрон на ТЦКшников, и одного ТЦКшника ликвидировал, второго ранил. Ну, а человека удалось спасти. Поэтому, очевидно, мы видим, что сейчас только русская армия вот на практике защищает права обычных граждан Украины. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Ссылка по традиции находится в описании под этим видео. До скорого!